Лес помнит все, даже если люди пытаются стереть память деньгами. Старый Семёныч охранял свой обход 40 лет, но когда на окраине вырос трехэтажный особняк чиновника Воронцова, жизнь превратилась в ад. Конфликт вспыхнул, когда Воронцов решил расширить свои владения за счет государственного лесничества. Он хотел снести старый кордон и построить там вертолетную площадку. Чиновник приехал к Семёнычу на дорогом джипе, демонстративно вытирая лакированные туфли о порог старика. «Подписывай отказ от участка, дед», — цедил он, глядя на Семёныча как на досадную помеху. «Ты здесь никто, просто старая рухлядь в гнилой избе. Твое лесничество теперь по документам, частная зона отдыха. Либо уходишь сам, либо завтра экскаватор сравняет тебя с землей. Слышать, как холёный вор глумится над человеком, чей род веками берег этот лес, было невыносимо». Семёныч молчал, крепче сжимая старую узловатую палку, а в глазах его застыла немая боль за преданную землю. Той же ночью особняк Воронцова окружила стая волков. Огромные тени бесшумно скользили вдоль забора, а желтые глаза сверкали в свете прожекторов. Но волки пришли не мстить за деда. Причина была в отходах. Повара Воронцова, готовившие пир для столичных гостей, выбросили за забор несколько мешков с потрохами и остатками сырого мяса. Хищников привлек сильный запах крови и легкой добычи. Кроме того, мощные вытяжки особняка выбрасывали в холодный ночной воздух потоки тепла, и волки, изнуренные первым морозом, просто грелись у бетонного основания забора, ожидая, когда можно будет безопасно достать еду. Звери защищали свою находку, рыча на охрану, которая боялась даже нос высунуть на улицу. В панике волки начали разрывать землю у края фундамента, где повара прикопали часть мусора. Разрывая мёрзлый грунт, вожак стаи вытащил на поверхность не кость, а истлевший кожаный планшет, обмотанный ржавой проволокой. Видимо, его зарыли здесь еще при строительстве особняка, чтобы скрыть концы в воду. Когда Семёныч, услышав вой, подошел к границе участка, волки уже отступили, почуяв свет мощных фонарей. Старик поднял планшет. Внутри оказались подлинные архивные карты 1947 года, защищенные воском. Согласно этим документам, земля, на которой стоял дом Воронцова, официально являлась стратегическим природным резервом и не могла быть передана в частные руки ни при каких обстоятельствах. Там же лежали расписки о взятках, которые Воронцов давал кадастровым инженерам, чтобы передвинуть границы леса на бумаге. К утру на вызов охраны о нападении волков приехала не только полиция, но и вызванная Семёнычем прокуратура. Когда старик предъявил найденные карты и документы, спесь с Воронцова слетела мгновенно. Выяснилось, что весь его особняк — это незаконная постройка на государственной земле. Чиновника вывели из дома под конвоем, а его имущество было арестовано. Семёныч остался на своем кордоне, а волки все так же обходят лес, не подозревая, что их ночной голод разрушил империю лжи. Справедливость восторжествовала там, где закон был бессилен. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.